Привет! Недавно мы создали шаблон YouTube OS. Сегодня я хочу вам его презентовать. Начнем с дублирования. Перейдя по ссылке, которую вы получите по почте, купив у нас его на сайте. Сейчас действует, кстати, скидка. Так, для дублирования, перейдя по ссылке, вам нужно нажать на эту иконку Duplicate. После нажатия выйдет выбор из ваших рабочих пространств, вам лишь останется выбрать то, в которое вы хотите дублировать шаблон. После дублирования вы получите полноценный Notion шаблон, в котором сможете делать что угодно. Первое, что встретит вас, это быстрые действия. Мы расположили их на главной странице и сделали 4. Это идею, видео, заметку, задачу. Все это можно легко добавить, нажав по кнопке. Также у вас сразу откроется страница для редактирования, чтобы написать идею или чтобы прикрепить заметку, например, установить категории. На главной странице у вас сразу же есть доступ к всему шаблону. То есть к идеям, к заметкам, к видео на таймлайне и к задачам. Далее внизу расположена навигация. Это перемещение полностью внутрь раздела и далее уже создание в нем. Всегда можно вернуться на главную страницу, нажав на «Карта». Рассмотрим подробнее. Идеи. Здесь вы можете писать идеи для видео, прикреплять к ним теги, ставить статус, выбирать приоритет, делать краткое описание, либо же даже делать краткое описание с помощью ИИ, чтобы он развивал за вас идею. Можете прикрепить заметку, и после того, как эта идея вам будет не нужна, вы можете легко отправить ее в архив. Здесь сразу вы можете увидеть несколько видов. Это виды, которые помогут вам в навигации, а также в более быстром редактировании и нахождении идей. Мы подготовили виды неделя, месяц, год, идеи по приоритету, а также идеи по статусу. Вы всегда можете добавить какие-то свойства, которые хотите видеть на этом виде, на любом из них, перейдя на троеточие, зайдя в Properties и нажав на глазик. То есть, допустим, теперь можно сразу добавить в архив. Также мы продумали момент с тем, что, возможно, идей будет много, аналогично с видео, заметками и так далее. Поэтому внизу есть дополнительные виды, которые разделены конкретно по статусу. А если же вам важно посмотреть все, то они тоже здесь есть. А также вы можете всегда открыть вид на полный экран. Так, далее, видео. В видео есть такие свойства, как название, дата публикации, время, которые вы, кстати, можете использовать на таймлайне, чтобы выбирать время начала записи или начала работы над видео и окончанием. Видео можно связать с задачами, с заметками, вписать инструмент, который вы используете, поиграться со статусами, прикрепить файлы или медиа, референсы. И также вы всегда можете узнать, когда начали работать над видео. Зайдя внутрь, здесь вы можете увидеть все заметки по этому видео, все задачи по этому видео. Можете даже написать здесь сценарий, а также воспользоваться календарем, чтобы увидеть видео на таймлайне. Аналогично здесь есть несколько видов с быстрым доступом. Это все в процессе планируются и те видео, которые уже готовы к публикации, но еще не опубликованы. Ну а статус можно менять прямо нажав здесь. Заметки. Заметки — это пространство, которое помогает в создании видео. Вы можете прикрепить заметку как к идее, вы видели раньше, видео. Также есть небольшой чекбокс статуса, используется. Это когда вам важно видеть заметку постоянно. И также есть избранные заметки. В этом случае заметки будут отображаться здесь. Перейдем к архиву. В архиве есть все, что я до этого перечислял, а также задачи. То есть, если вы нажимаете архив, это все будет здесь и никогда не потеряется. В задачах же, если вы задачу выполнили, то есть использовали чекбокс «Выполнено», отметили, то задача уже будет здесь. Задачи мы сделали минималистичным таск-трекером. Вы легко можете посмотреть задачи на сегодня, завтра, неделю, месяц, а также в виде календаря на неделю, который можете мотать на следующие недели. Также есть большой календарь, есть задачи, не выполненные в форме листа, и задачи те, которые уже выполнены. Итак, также любую базу данных вы можете добавить в календарь. Для этого необходимо лишь внизу, в нижней базе данных, создать вид календаря, нажав плюс и выбрав календарь. После чего будет такая кнопка Open Calendar. Открываете в браузере или в приложении, неважно. После чего вам открывается календарь. Далее вам необходимо выбрать ваше рабочее пространство после добавления
или нажать просто кнопку All на английском, Add Notion Database и вписать название, в данном случае задачи. Вот и все. Теперь, как видите, отображается задача с того календаря. На этом все. Наш шаблон вы можете найти у нас на сайте 262 Notion. Он здесь будет находиться. После нажатия можете легко его получить. Сейчас он будет стоить 500 рублей, но на неделю мы организуем акцию, когда его цена будет всего лишь 250 рублей. Ссылку вы сможете найти в первом комментарии от нашего канала. Надеюсь, мы были полезны для вас.